Российские власти все отчетливее демонстрируют готовность к масштабной чистке азербайджанского лобби внутри политической и медийной элиты страны. Ситуация получила новый импульс после того, как известный политолог Сергей Марков был официально внесен в реестр иностранных агентов. Этот шаг стал своего рода знаковым, ведь до недавнего времени подобные меры касались в основном представителей прозападных структур и организаций, но теперь в категорию иноагентов попал человек, связанный с Баку. По мнению источников в Кремле, это не единичный случай, а только начало процесса, направленного на ограничение любого внешнего влияния на российскую внутреннюю политику. По информации инсайдеров, сценарии для других представителей азербайджанского лобби будут варьироваться в зависимости от их уровня вовлеченности и активности. Одних выдавят из государственных СМИ, лишив возможности напрямую влиять на общественное мнение, других снимут с политических постов, ограничив их ресурсы и каналы коммуникации. Третьим вовсе перекроют доступ к государственным финансам и публичным площадкам. В Кремле подчеркивают, что речь идет не о демонстративной антипатии к Азербайджану как государству, а о принципиальной позиции. Брать деньги у иностранных структур, даже если речь идет о формально дружественной стране, теперь категорически запрещено. Особый интерес вызывает дело самого Маркова. Помимо того, что он, как утверждают источники, получал существенные суммы от азербайджанских структур, существует версия, что эти средства могли быть связаны не только с его аналитическими публикациями и комментариями в СМИ, но и с более серьезными проектами. В частности, проверяется его возможная причастность к попыткам дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России, вплоть до обсуждений о возможном участии в организации заговора против власти. Если эти подозрения получат подтверждение, статус иноагента будет лишь первой ступенью в длинной цепочке уголовных и судебных разбирательств. В этом контексте примечательно, что российская политика в отношении Южного Кавказа претерпевает изменения. Москва, оказавшись под жестким давлением западных санкций и одновременно вовлеченная в войну с Украиной, вынуждена уделять больше внимания тому, чтобы ее ближайшие соседи не использовали сложившуюся ситуацию для разворота в сторону США и ЕС. Именно поэтому телефонный разговор министров иностранных дел Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова был встречен аналитиками с особым вниманием. Контекст звонка имеет ключевое значение. В Вашингтоне незадолго до этого прошел саммит при посредничестве Дональда Трампа, на котором Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали меморандум о мирном соглашении. Армянский премьер сразу же счел необходимым проинформировать об этом президента России Владимира Путина, тогда как Алиев такого шага не предпринял. Это расценили как сознательный выбор, демонстрацию приоритетности американского посредничества и попытку вытеснить Москву из переговорного процесса. Более того, проект Зангезурского коридора, в который активно вовлекаются США, резко меняет стратегический баланс в регионе Кавказ-Ближний Восток. Для России это крайне чувствительный вопрос. Американское присутствие здесь может подорвать ту конфигурацию, которую Москва совместно с Тегераном и Анкарой выстраивала с 2020 года. Алиев, выступая в Карвачаре, вновь заговорил о готовности к войне, мотивируя это непредсказуемостью международной обстановки. Однако аналитики указывают, что подобные заявления носят скорее внутренне-политический характер, призваны мобилизовать население и оправдать наращивание военных расходов. Фактически же азербайджанский бюджет не может бесконечно выдерживать подобную нагрузку. С 2022 года военные траты Баку удвоились, в 2023 году выросли еще на 20%, и хотя власти стараются демонстрировать уверенность, экономический потенциал страны объективно ограничен. Армения, Турция, Россия и Иран внимательно наблюдают за этой динамикой, понимая, что любое резкое увеличение милитаристской риторики Алиева связано скорее с политическим торгом, чем с реальными планами новой войны. Тем не менее, Баку вынужден лавировать. С одной стороны, он не хочет терять поддержку Вашингтона, особенно в вопросе транспортных коммуникаций и Зангезура. С другой, осознает уязвимость своего положения перед Москвой. Характерно, что Азербайджан все же не отказался от участия во встрече в Астрахани, где обсуждались важные транспортные проекты с Россией. Этот шаг многие расценили как сигнал,
что Алиев, несмотря на риторику, вынужден идти на уступки. Для Москвы это подтверждение того, что давление дает результат. Азербайджан географически и стратегически связан с Россией гораздо теснее, чем с США или Израилем, и любое обострение с Москвой может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до рисков военного характера. На этом фоне Кремль проводит параллельную кампанию и против внутренних радикальных движений. Особое внимание привлекло дело Арсена Маркаряна, лидера мужского движения, который не только критиковал политику российских властей, но и высказывался в поддержку Украины, а также продвигал идеи, противоречащие официальной линии на сохранение традиционных ценностей. Против него уже запущен целый комплекс мер: блокировка информационных ресурсов, налоговые проверки, возможное возбуждение уголовного дела. По факту Маркарян свою вину по обвинению в унижении группы лиц по национальному признаку не признал. Таким образом, власть демонстрирует, что не намерена мириться с любыми проявлениями нелояльности ни со стороны зарубежных лобби, ни со стороны внутренних радикалов. Тем временем в Армении растет недовольство. Акции протеста возле российской военной базы в Гюмри и проблемы с грузоперевозками через КПП Верхний Ларс усиливают напряжение в отношениях с Москвой. В Ереване все громче звучат голоса, требующие пересмотра характера российско-армянского сотрудничества, однако в Кремле понимают, что альтернатива российскому влиянию для Армении – это Турция и Азербайджан, что для самой Армении несет куда больше рисков. Таким образом, общая картина складывается достаточно сложная и многослойная. Москва одновременно решает несколько стратегических задач: зачистка азербайджанского и турецкого лобби внутри страны, давление на внутренние радикальные движения, сохранение контроля над процессами на Южном Кавказе и противодействие американскому влиянию. Для Алиева это означает сокращение пространства для маневра и необходимость действовать осторожнее, чем прежде. Вашингтонский вектор пока не принес Азербайджану ощутимых дивидендов, а отношения с Москвой балансируют на грани серьезного кризиса. В этих условиях каждая ошибка Баку может иметь непредсказуемые последствия. Главный вывод напрашивается сам собой. Россия вступает в фазу, когда любая попытка двойной игры будет жестко пресекаться. Кремль сигнализирует и своим, и чужим. В Кремле ярко демонстрируют, что никакого иностранного влияния в России больше не потерпят, а демонстративные шаги в сторону США или Турции могут обернуться для азербайджанских элит болезненными последствиями. Это не исключает продолжение переговоров и дипломатических контактов, но правила игры уже изменились. И, похоже, надолго. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий мира и нашего региона.